Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей на канале Астро Инспирационе. Прогноз Таро на будущее. Что или кто появится неожиданно? Что случится, быть может, или произойдет неожиданно, несколько для вас с 20 февраля и до конца месяца, последняя декада месяца. Какие грядущие события идут на ваш порог или в вашу жизнь? И что будет дальше? Что в ближайшем будущем вас ожидает? Рассмотрим карты с позиции позитивной психологии и позитивного мышления. Помним, что, увы, жизнь не бывает полностью предсказуема. Но иногда надо быть, конечно, и реалистами, безусловно, но иногда приходится принимать альтернативные решения. Это как раз по части вашего интеллекта, мои дорогие. Давайте, тем не менее, достанем три карты. Это первые, как три знака судьбы. Мы не будем задавать вопросы, но вот именно что же там происходит, что это может быть и вокруг вас, как вот эта неожиданность связана с тем, что конкретные люди изменили свое мнение, или у людей изменились планы, и это будет оказывать влияние на вас. Или вы получаете какую-то новость, получаете известие, или сама по себе возможность какая-то у вас появляется. Вот давайте узнаем, что же там в последнюю декаду февраля с 20 числа. Первый знак судьбы, что случится, что произойдет, что происходит в целом в вашей жизни в последние дни февраля, а я бы еще сказала и до 3 марта как минимум, коридор затмений. И основные три сферы жизни. Первое, что ждет водолеев в личной жизни? Что ждет в работе? Как события повлияют на вас? И финансы, что ждет по финансам? Вторая колода ангелов-хранителей. Что нам подскажет? Что же будет дальше? Что прояснится в вашей жизни? Достанем такую карту. Что последует, может быть, за ходом на март? И карта совет. Совет Таро. Мы откроем в самом конце. Давайте откроем, что же там за первый знак судьбы. А вот так, нулевой аркан. Тут мы и сами, конечно, воодушевлены, хорошее настроение, активность, жизненная энергия, бодрость. Это, знаете, эмоциональный подъем. Очень много таких вот составляющих. Но иногда мы по этой карте понимаем, глаза открываются, что был какой-то человек, но человек это все прекрасно. Но вот в этот момент мне нужно надеяться немножко на самого себя или на саму себя. Здесь, к сожалению, мы иногда все же можем понимать, что в каких-то вопросах, может быть, это мы погорячились прежде, и теперь иногда нам пространство возвращает, ну, как в виде работы над ошибками, нам нужно что-то переделать. Может быть, буквально документ, а у кого-то пересмотреть взаимоотношения, может быть, пересмотреть какие-то сроки, мои дорогие. Иногда это, правда, может касаться людей, когда у нас открываются глаза, что да нет, тут просто манипулируют мной. Или один человек имеет больше как бы в своих руках возможностей, пытается управлять ситуацией, хочет подстроить все под свои интересы, где-то не задумываясь о последствиях. Ну, тут получается, вы вынуждены играть вот в чью-то чужую игру. И тут будет очень важно где-то не позволять собой распоряжаться. Понимаете, с одной стороны, ведь это всегда новый жизненный этап. Но ляпсус какой-то мы можем совершить, все-таки нулевой аркан, правда? У кого-то из вас новый этап жизни, но вот правда, как будто свалиться с этого обрыва, ну никак нельзя. Время перемен не случайно. Прообраз, ну, один из символов Меркурия, корабль, уже на заднем плане. Вот правда, тут есть какие-то сожаления, что один как тянет все время одеяло на себя. У кого-то это может быть история по работе, у кого-то в личной жизни. И вы знаете, это карта обиды, пятерка кубков, когда, ну, как-то мы считаем, что с нами неправильно поступили. Может быть, было что-то обещано, но в итоге оно не состоялось. Здесь может и на вас какой-то человек таить обиду вот тоже. То есть обратная какая-то ситуация ведь тоже может быть. Друг друга не поняли. Ну, давайте еще одну карту. С чем это связано? А вот знаете, все равно, даже если у вас сейчас, допустим, история ваша, да, или где вы сейчас находитесь, может быть, это у кого-то история по личной жизни, может быть, это прежние какие-то отношения, которые, кстати, завершились фиаско, или когда вот эти важные выводы вы сделали. А туз кубков нам говорит, что, а тут на кону может быть новая встреча.
или новые совершенно отношения. Я бы сказала, вы знаете, тут какой-то экзамен вы проходите, работу над ошибками действительно. Может быть, отчасти как знак судьбы вы сравниваете какие-то прежние отношения и те, что складываются теперь. Или пусть пока вы один или одна, ничего не складывается, но вы понимаете точно, какой вам партнер нужен и какой вам не нужен. Это очень важно, между прочим. Не согласиться на что-нибудь. Вот и будет тогда что-нибудь. Ну, давайте будем говорить. Здесь может, как, знаете, сама судьба вас несколько останавливать и говорить, ну, вот как в этой пословице: "Если хочешь идти быстро", а тут нулевой аркан не про быстро, а про осознанность, про внимание. Так вот, если хочешь иди быстро, иди один. Ну, вот один тут можно как будто свалиться с обрыва. А если хочешь идти далеко или планы твои какие-то далекие водолей, тогда нужно заручиться чьей-то поддержкой или важно вокруг себя иметь надежных людей. Давайте карту совета. Что это такое по этой ситуации? Но это всегда, знаете, когда мы долгое время искали выход, и мы его находим. Восьмерка воды. Как будто ангел выходит вам навстречу. Здесь может быть такой, знаете, момент, когда вы понимаете, что, ну вот как было раньше, я точно так не хочу. Может быть, долгий был период раздумий после какой-то патовой ситуации, сожалений, после того, как вы, ну, поняли, что да, вот абсолютно ошибочна какая-то ваша тактика или конкретная надежда на какого-то человека. Может быть, это вам сейчас. Вы уже согласились на одну какую-то, назовем это конфигурация, да, или какие-то отношения. Но вы понимаете, что нет, я это буду завершать. Но каким образом, вы пока не знаете. Вы как будто, что-то из прошлого хотите перевести в будущее и пытаетесь решить, каким образом это сделать. И вы знаете, в том фарватере, как это было раньше, например, и вы и сами не хотите, чтобы это было продолжено, с другой стороны, оно и не может быть продолжено. И поэтому вывести какой-то окончательный итог бывает достаточно сложно, мои дорогие. Здесь, знаете, могут быть и такие моменты, когда мы иногда такое бывает. Мы говорим: "Ангелы наблюдают за вами", да, вот как ангел выходит навстречу. Но, к сожалению, иногда и бывает, что за вами, как человек какой-то, наблюдает тоже. Вы как объект пристального внимания. Для кого-то из вас здесь могут быть и отношения, которые, может быть, даже с ревностью как-то проходят. Вот или это ревность ваша, либо это по отношению к вам. Может быть, здесь какой-то спор даже с человеком, который не дает вам идти вперед. Вот я такое могу предположить, потому что когда мы меняемся, люди, даже самые близкие, они воспринимают нас, что мы становимся непредсказуемыми. Да, у кого-то именно может касаться близких людей. Вы для себя построили планы, а с вами кто-то не соглашается. Вот у кого-то так. Может быть, с вами спорят. Может быть, вас призывают: "Нет, ты там должен или должна". И вот это правда сложный выбор, но вы его сделаете. Тут нужно слушать душу. Сердце, куда она вас зовет. Потому что по тузу кубков это однозначно, как совет от карт. Тебе вот нужно идти в том направлении, куда тебя зовет душа. Второй знак судьбы, может быть, нам прояснят. Ну да, можно сказать, прояснили. Вы можете получить, кстати, известие. У кого-то бумага, у кого-то инсайт собственный, когда открылись глаза, правда, на какие-то обстоятельства. Но вот лабиринт, он заканчивается, потому что туз мечей, выход из лабиринта, я всегда об этом говорю. И для кого-то это неожиданное ваше где-то решение, и оно может быть вот не совсем для вас неожиданно, сколько для окружающих, или с кем вы будете говорить, с чем это связано. Ну, точно. Настроен водолей что-то завершать. Я надеюсь, все правильно понимают, что 13-й старший аркан – это не про смерть. Это финал. Это финиш какой-то прежней жизненной истории, прежнему жизненному этапу. Это карта трансформации. Вот у вас период трансформации. Но так или иначе, лабиринт должен быть закончен. Да. Вот смотрите, как туз кубков, так и паш кубков. Это он будет говорить о том, что у вас может быть, наряду с тем, что
Вот как выход из лабиринта, какое-то сложное решение или какая-то информация, пусть она колючая, но она, скорее всего, правдивая. По тузу мечей это всегда какая-то правда. Или какие-то обстоятельства, которые без прикрас. Вот сейчас есть именно так. Не то, что мы думали, не то, что мы представляли, мечтали. Нет, вот сложилась на данный отрезок времени какая-то данность. И мы вынуждены проходить эту трансформацию в какой-то достаточно небольшой период времени, решить да или нет, ухожу или остаюсь, продолжаю или завершаю. И вот такое однозначное решение у вас, вам как груз с плеч, мои дорогие. Как только вы переступите вот этот порог неопределенности, как будто добрая весть, добрые новости, какая-то радость вас ждет. Давайте откроем третий знак судьбы. Ну, на этом, наверное, какие-то сюрпризы не заканчиваются, потому что иногда мы говорим не замечтаться, да, карта иллюзорного успеха. Мы как будто снова сталкиваемся. Вот вас могут манить какие-то новые горизонты. Здесь как и обучение чему-то новому, вообще новый образ жизни, новые страны, да, то есть там, где вы не были, может быть, желание путешествовать. Планов громадье. Но нужно вот на данный период времени выбрать что-то одно. Как будто себя сконцентрировать нужно. Потому что вот мы распылить энергию точно можем. Однозначный выбор. Вот нам снова говорят о каком-то выборе. Причем делайте его душой, вот правда. И ведь тут у кого-то будет касаться вопрос личной жизни, у кого-то дома, переезда, а у кого-то и работы. И наша вот эта Таро ведьмочек, обратите внимание, бросает дротики, но она ведь это делает с завязанными глазами. На ощупь, интуитивно. Слушайте себя. По-другому какой-то сложный выбор как будто не сделаешь. Вы можете сталкиваться с теми людьми. Вот, кстати, первая позиция, да, первый знак судьбы. Я часто говорю по королю жезлов, это те люди, которые карта харизматичного лидера. Он может нам говорить: "Делай так" или "Делай не так", да. Он как бы нам дает советы. Харизматика. Эти люди, кстати, очень притягивают. Да, это может быть буквально человек, который рожден под знаком зодиака стихии огня, он или стрелец, или имеет там асцендент, а может и по луне. Но вот ведь незадача будет одна только в том, что вот эти вроде бы призывы или, может быть, для кого-то странная страстная любовь. Но она, кстати, и странная тоже может быть, потому что все красиво говорится, но действия со стороны человека не последует. Вот примите это к сведению. Тут, правда, надеяться нужно на самого себя. Что это означает? Ну, вам как будто выйти надо из какой-то зависимой ситуации. Конечно, по 15-му аркану, с одной стороны, нет карт, когда только значение минус или только плюс. К примеру, со знаком плюс вы можете получить деньги. И тут у вас десятка пентаклей. Кто-то, правда, получает, может быть, крупную сумму денег, может быть, какой-то гонорар. Но нам тогда говорят, ты должен это как-то распределить на последующий период. Эта карта дает силу, жизненную силу, физическую активность, выносливость, бодрость. Это все со знаком плюс. Или возможность решить финансовую историю, но не путем того, что мы попадаем кому-то в зависимость. Нам хватит как будто сил что-то преодолеть. Но вредные привычки, это ведь тоже идут по этой карте, правда? Никуда не денешься. Или зависимая ситуация от кого-то, от чего-то, от обстоятельств. Вот вам может быть, выбор поэтому и сложен. Для кого-то сложность выбора в том, что я завишу от человека или от его обещаний жду, да. Так это ожидание с учетом дьявола, оно никогда не завершится. Вот, к примеру, когда человек откликается и начинает помогать. Нет, будет водить за нос, но это очевидно. С другой стороны, если мы сами тоже по дьяволу в этой прокрастинации, как будто хочу всего и сразу. Ну, мы все так хотим, правда? Я думаю, не только водолеи. Ну, может быть, тут вот как-то у вас такая обстановка, когда, знаете, тысячи дорог вроде сходятся в одну точку. И с одной стороны, это, да, и жизненные силы есть, и вроде я чувствую в себе, что я могу это преодолеть. А тут тогда вас говорят, нет, ты все равно водолей должен что-то ну, для себя прояснить. Вот какая-то должна быть первая точка твоего нового шага. Не застрять, вот да, что тут выбрать, а как-то выбрать душой. Свести, может быть, этих 7 кубков к двум, да, потому что двойка мечей 2, 2 номинации.
а потом, ну, вот так вот, слушая сердце, словно бросить вот такой дротик и посмотреть, в какую мишень вы попадете. Что ждет в личной жизни? Фортуна. Сейчас фортуна на вашей стороне. У кого-то из вас может быть удачное стечение обстоятельств, и у кого-то из вас, ну пусть это даже не любви касается, старший аркан. У кого-то это вопросы по жилью, место вашего пребывания, у кого-то работа на дому, вот это тоже, да. Все это где-то мы сводим к личной жизни. Или это когда ваши планы, перевернула колоду. Вот смотрите, тут что-то идет к празднику, это правда. Тут какая-то радость у вас присутствует, хорошо. А что с этой радостью делать? Ага, вот смотрите, плюсы и минусы идут вместе. Тут есть, опять же, выбор, мои дорогие, полярные карты. Давайте назовем это изящное завершение, как называют десятку мечей Колет Барон Рид. Мне очень нравятся ее трактовки. Это как раз позиция позитивной психологии. Мы говорим закрыть в прошлое дверь. Ну да, где эта дверь? Что это? Да, а Колет Барон Рид она назвала изящное завершение. Вам что-то, знаете, это когда мы и не ссоримся. Это когда мы, а тем не менее, все равно на своей волне и какие-то свои планы организуем, выполняем. Да, с учетом корректив, да, с учетом каких-то договоренностей. Но самое главное, наш корабль продолжит плавание, правда? Но тем не менее есть то, что нужно как-то изящно оставить в прошлом. По-другому нет, чтобы состоялся этот праздник. Сумеешь ли ты этим колесом фортуны правильно воспользоваться, или ты как будто даже не увидишь этого значения? Тут какая-то сложная, может быть, у вас ситуация, правда? В которой много чувств. У кого-то, может быть, мало то, что вопросы работы, документы, деньги, так это еще и с личной жизнью, может быть, когда именно с любимым человеком и с чувствами факт. Может быть, это человек, который рожден даже под знаком зодиака стихии воды, рыба, рак, скорпион или имеет асцендент. Может быть, это, знаете, у кого-то будет так, что вы уже какие-то планы себе наметили, а у кого-то из ваших близких, иногда близкие просто идут, да, родственники, ближайшие, может быть, это у человека что-то меняется, или у него какие-то сейчас обстоятельства, когда они оказывают влияние на вас. Тогда вы сообща можете что-то тут сделать. Или как-то будете даже делать какой-то выбор. Но я больше тут вижу, что даже если, ну, как какая-то заминка, она все равно вам каким-то образом играет на руку. Либо вы правильно как-то оцените свои позиции, на что-то мне соглашаться или от чего-то отказываться. Вот, кстати. И, может быть, для кого-то из вас вы именно выберете себя. Или найдете какой-то почетный компромисс. Но тут тысяча, наверное, может быть ситуаций, потому что колесо фортуны– это всегда внешние какие-то события, ситуации в жизни других людей, но каким-то образом оказывают влияние на вас. Что ждет в работе? Ну, по семерке пентаклей мы ухаживаем за каким-то проектом. Тут все идет своим чередом. Я тут не вижу, что тут что-то кардинально меняется. Наоборот, самое время подумать о том, чтобы что-то стабилизировать, начать делать карьеру, выстраивать какую-то более продолжительную, такую надежную траекторию, оформлять какие-то документы, подписывать договоры. Да, причем не спеша, когда мы уделяем внимание деталям, когда мы узнаем, как работает в отношении нас закон, когда мы изучаем сам проект буквально, да, или ухаживаем за этим проектом, тут вам что-то по судьбе идет по работе. И сама по себе ситуация по иерофанту, которая говорит о том, что для вас как раз вопрос статуса не на последнем месте. Вам именно нужно строить карьеру. У кого-то, когда вы новые должности захотите занимать, а не быть где-то на подхвате, на вторых ролях, а для кого-то это ваше творчество. Для кого-то может быть и дополнительный доход. Это правда, я такое тоже не исключаю. Уран у нас скоро, ваша планета-управитель, перейдет 26 числа в знак Близнецы, и в знаках стихии воды окажутся и Плутон, который в вашем знаке зодиака, и Уран в Близнецах. Это две планеты трансформации и перемен. Какая-то перезагрузка нас явно всех ожидает. И вторая половина 2026 года, она, знаете, с такими множественными ускорениями может быть. И с метаморфозами тоже.
Но к этому нужно быть где-то готовому, поэтому и держать где-то руку на пульсе нам всем придется. Но и для вас-то ведь это доброе время с новыми возможностями. Это правда. Хотя постоянно корректировать планы придется. Может быть, это вам сейчас говорят. Вот пока оно где-то идет так в развалочку, или пока это такой относительно стабильный период. Тебе, Водолей, нужно как укрепить свои позиции, свои тылы. И отчасти это в рабочем процессе. Финансы. А вот по Луне тут с финансами что-то непонятно. То здесь может быть, к примеру, помощь ваших близких, а еще аркан жрица. Есть какая-то финансовая ситуация, которую вы пытаетесь прояснить. Но она такая зыбкая, да? Вот как по Луне. Непонятно точно. Двойка пентаклей. Для кого-то из вас карта будет напрямую говорить, рассмотри вторичный доход. Я должна сказать, что за период февраля, до конца февраля, за период коридора затмений мы не рвем ни отношения по работе, ни отношений в личной жизни. Выводы мы делаем, планы, что-то просчитываем, на себя примеряем, прицеливаемся словно. Да, вот точно как вот в этом аркане двойка мечей. Вот это благополучное время. Но мы пока продолжаем. Но все же мы знаем, что Уран все дробит. Поэтому была одна работа, а тут неплохо бы рассмотреть дополнительный доход. Или инвестиции, или пассивный доход, или что-то вот еще. Явно карта говорит, для финансов все три карты говорят. Тебе надо, Водолей, просчитать, слушать свою интуицию. Может быть, действительно, как работу на дому, какой-то вторичный доход, да, нужно рассмотреть. Вот подумайте, тебе еще потребуется период изучать что-то новое, возможно. Сама по себе двойка пентаклей дает совет. Пробуй, пока не получится или не надоест. То есть план А, план Б, план С. Вот прекрасное время. И будь легок на подъем. Потому что у кого-то, может быть, наоборот, это не работа на дому, а работа, связанная с каким-то перемещением, может быть, даже так, как вторичный доход. Потому как потом может уже что-то измениться, но так будет стабильнее. Точно может измениться. Вот, видимо, что будет дальше. На пороге перемен вы стоите, дальше будет меняться. Опять же, старший аркан. Колесница. Это сами по себе перемены, а вы на выборе. То есть вот вам кажется сейчас какой-то выбор, может быть, даже сложным. Или почему-то у меня ничего не решается, может быть, у кого-то так. Вы уже для себя определили приоритеты, вы их четко знаете, а обстановка пока не способствует. И тем не менее, вот шаг за шагом, просто, наверное, высшие силы, так вот, знаете, не рывкообразно, а постепенно, последовательно вас ведут к тому, что вот самый такой знаменательный, ключевой выбор, он у вас еще впереди. И для кого-то это будет связано с глобальным переездом, может быть, очень далеко. Для кого-то из вас это будет связано даже с карьерой, сменой работы, профессии. Поэтому вот все то, что я сказала, это как раз по аркану колесница. Как будто мы добрались, вот как эта ведьмочка, да, второй ведьмочек. Она взобралась, пройдя сквозь какую-то чащу, темный лес, въехала на своем мотоцикле на это плато, и что она видит? А вот теперь туда или сюда, буквально два указателя, мои дорогие. Вот вы скоро встанете. То есть перед выбором, когда еще раз нам придется определяться, так куда же я иду, зачем мне все это надо, а может быть и с кем, что я хочу осуществить. Вот, видимо, такого рода вопросы до конца февраля, а я бы еще сказала, точно до конца апреля, вы не раз себе зададите. И по этой карте, тем не менее, это сразу можно сказать как совет. Не оглядывайся назад. Неважно, какая сфера жизни, но не оглядывайся назад. Тебе отсюда только вперед. Не наступи, Водолей, на горло собственной песни. Что будет дальше, да? Что прояснится? Вы победитель. Шестерка жезлов, так вот однозначно, карта успеха. И это когда мы, знаете, самодостаточность наша, она совершенно на другой уровень переходит. Это может и говорить еще о том, что будь внимателен, Водолей, к своим маленьким победам, потому что из них выстраивается какая-то очень большая важная конфигурация. И по этой карте мы вынуждены, мои дорогие, внимание, все контролировать, потому что мы не можем расслабиться. Иначе мы как будто соскользнем, и мы не можем себе этого позволить.
И поэтому, если только мы где-то ослабляем внимание к нашим победам, завоеваниям или достижениям, все может пойти наперекосяк. Давайте карту совет. Вообще волшебно. Праздник после победы. У кого-то решение действительно вопросов и по работе, и по жилью, и по личной жизни. Вот вас судьба ведет так, как, видимо, прописано в небесных скрижалях. И тут правда, ангел уже как будто вышел вам навстречу. И колесо фортуны поэтому ровно поворачивается с теми оборотами, как это, наверное, вам предназначено по судьбе. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые водолеи. Буду очень благодарна вашим комментариям. Я хоть и не всегда откликаюсь, поверьте, я всегда их читаю. Вот что это за история такая необычная. Мне, правда, искренне интересно. Поэтому буду благодарна. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации. Я оставлю ссылки в описании под видео, а также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Есть ссылки, опять же, в описании. Я буду вам искренне рада. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.